Ну что, мои прекрасные, сегодня мы снова с вами будем разгонять энергии, потому что я что-то запустила процессы для вас прям раскачивания энергии, то события, которые должны прийти, то есть судьбоносное судьбоносное. Сейчас я смотрю на колоду. Подождите, я хочу сделать что-то странное. Я хочу понять, она у меня пылью покрылась, короче, или она мне просто отсвечивает. О, смотрите, она пылью покрылась, я вам сердечко рисую. Я не знаю, видно это или нет. Слушайте, ну она реально очень, я на ней давно не работала, и она, это, знаете, артефакт. Вообще люблю эту колоду, и мне прекрасная девушка подарила, ну, как я отжала эту колоду. Называется она Друид Крафт, насколько помню. Да, колода друидов. Вот. Кстати, что касается друидов, там древние кельты, это же первые ребята, которые, в общем, стали праздновать что-то вроде Хэллоуина. Это они, в общем, родоначальники этой всей истории. Да, Хэллоуин, да, канун Дня всех святых. В общем, потом это уже стало Хэллоуином. То есть они законодатели вот этих всех интересных языческих традиций, которые перекочевали уже, можно сказать, в наше время. Но мы сегодня не про Хэллоуин, да и сама по себе колода, она больше призывает солнце, нежели работает в каких-то темных аспектах, хотя, по идее, даже на всяких гримуарах сейчас работать, да, а я вам включаю этот крафт уже весенний, летний. Люблю эту колоду, она связана у меня с очень хорошими, интересными воспоминаниями. Я как-то на ней даже делала коррекцию некоторых энергий в своей жизни. Я могу использовать эту колоду как корректирующая таро, она очень мощная сама по себе. Поэтому мне очень хочется смотреть для вас судьбоносных судьбоносов именно на этой колоде, потому что она у нас как раз таки с фертильными, заряженными, очень мощными энергиями. Так, в раскладах на бытийку, событийные какие-то моменты, на личную жизнь, на деньги, а она одна из самых моих любимых. Вот, работаем на прямых позициях. Я напоминаю, что я такие, да, совершила плохое, я такие совершила камин-аут. Вот. И камин-аут заключается в том, что я все-таки спрятала некие расклады, давно хотела, да, что-то уводить под подписку. И они у нас есть, и 6 раскладов уже вышли в закрытой серии. И ссылка на закрытые расклады будет в комментариях. Да, не по подписке, но зато как бы вы получаете эксклюзив. Это реально эксклюзивные расклады, которых нет в свободном доступе. И не будет. И мне кажется, что если бы я что-то подобное выпускала в свободном доступе, как-то на меня бы очень много жаловались. Да, жаловались те люди, которых это все бесило и раздражало. Да, именно моя откровенность и открытость, и именно моменты, которые я там как-то рассматриваю, сильно не подбираю слова, соответственно. Плюс я вернулась к любимой Монара, да, тоже одна из моих любимых колод, вот, потому что тоже универсальная, и она очень мощная, ее тоже можно использовать с корректирующими энергиями Таро. Вот, это все, собственно, есть. Там оно спрятано, и сейчас я беру 2 основных направления. Это саморазвитие, самопознание, но если там какие-то болезненные истории, например, связанные с вашими тенями, связанные с вашими травмами, да, какие-то внутренние процессы, которые у вас происходят, и я это все ввожу в закрытые расклады. И если я рассматриваю, например, вашу там интимную жизнь, да, если я рассматриваю, опять же, партнеров ваших, то это отлично смотреть на Монара. Но с Монара смотрите, какая ситуация. Либо мне нужно снимать лицо и не показывать карты. Вот. А мне нравится работать из тени, и это проще, соответственно. И свет проще настроить и прочее. И вот, поэтому, собственно, вы видите карты. Но при этом, если вы хотите изучать, как же взаимодействуют, да, Таро как система, я стараюсь подробнее еще рассказывать причинно-следственные, почему так, а не иначе, почему я так вижу. Да, почему я так вижу? Мне бы, знаете, еще избавиться от дурацкой привычки вразумлять тупых людей. Вот. Но я постепенно от этого избавляюсь. Это никоим образом не касается моей аудитории. Это я сейчас вот только что профилактически опять заглянула на вот эти все типа а-ля ведьминские форумы. Да. У меня немножко шевелятся волосы дыбом на голове от того, что я смотрю, читаю там. И я аккуратно говорю о том, что вообще все не так, как вам кажется. И
Берегите, пожалуйста, себя, потому что то, что вы делаете, правда, может поломать вашу жизнь. Ну, я такая, знаете, просто из женской солидарности. Я же как бы, вот, женщин же прям, ну, стараюсь просто беречь, потому что нас с вами вообще мало кто бережет, согласитесь. Вот, и на меня там, короче, выпустили все собак, я такая думаю, ну, чего я туда полезла, живите тупыми, боже мой. В общем, живите тупыми, господи, и кормите, собственно, низкочастотные всякие структуры. И вот поэтому, собственно, ну вот тех людей, которым это абсолютно не нужно, я и увожу как бы расклады в тень. Да и вас по отзывам, да, создается впечатление все-таки некой камерности, есть ощущение более точечного попадания в ваши ситуации, потому что я уже непосредственно настраиваюсь на ту аудиторию, которая уже туда ко мне приходит. Мне вас читать сильно проще. Вот поэтому есть такой смысл. Так, ну что, судьбоносный судьбонос. Первый камень у нас зеленого цвета, второй оранжевый и третий синий. Что, в инфобоксе время начала вашего видео. Как всегда, аналитика, да, что там в личной жизни происходит, как вас, собственно, мужчины видят, да, и посмотрим судьбоносы на судьбоносы. Окей. Единички, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Как вы давно хотите судьбоносного судьбоноса, у вас это туз жезлов на дне колоды. Судьбоносный судьбонос. Что-то все не то, да? Какая-то энергия, может быть, просто уходит в землю. Ну давайте, что там у вас в личной жизни-то сейчас происходит? Расскажите мне, что там? Да что ж такое? Принц Пентакли. Какой-то пажик у вас есть, девочка. Какой-то пажик у нас здесь есть все-таки. Колесница, и, скорее всего, проявляет к вам какой-то интерес, внимание, может быть, либо отношения на расстоянии, или какие-то разовые встречи, свидания, что-то здесь есть. Да, что-то здесь есть. Вот. Либо, собственно, он растет до состояния шестерки пентаклей, да, до состояния нормального энергообмена, либо вас что-то не устраивает здесь, да. Может быть, просто человек сейчас где-то на заработках пытается заработать свои вот эту шестерки пентаклей все-таки. Смотри, колесница, шестерка пентаклей. Вот, может быть, смотри, человек на свои деньги, там, допустим, заработал себе на квартиру там, или на машину, короче, вот что-то здесь есть. Нормально, кстати, тебе хочу сказать. Нормально, кстати. Ну, знаешь, вот по королеве жезлов, может быть, тебя что-то не устраивает. Давай, а как ты к этому пажику относишься? Как ты к нему относишься? Или считаешь, что все пажи вокруг, я такая королева? Как ты, да, относишься к этому всему? Ну, собственно, тебе хочется уже, собственно, чествования твоей там красоты и ценностей, хочется каких-то конкретных действий, да, либо хочется совсем другую какую-то мужскую энергию, потому что нужен тебе очень достойный, да, король, который возвращается в свой город со своей свитой, победитель. И вполне возможно, ты своим мужчинам, правда, можешь устраивать всякие квесты, различные форт-боярды, да, и непонятно, кто же там отбивается от карликов, вот. Ну вот что-то это, постоянно устраиваешь какие-то квесты. Знаешь, как вот ты здесь вот видишь для себя какие-то, ну, отношения, как оно все должно случиться, вот чтобы, да, все. Я, говорит, сдамся только на милость победителя. То есть, соответственно, если человек чего-то в жизни там не добился, или он недостаточно высоких чинов, рангов и прочего, мне он даже сексуально-то и не сильно интересен. Да, видишь, у тебя шестерка жезлов и вот эти вот все обнаженные тела, которые я немножко прикрою, потому что у нас все-таки расклад открытый, да, потому что карта дьявола как бы шестерка жезлов, да, и туз жезлов. И ты, скорее всего, считаешь себя той женщиной, да, рядом с которой типа вот все расцветает, и мужчины, значит, это... Если мало зарабатывали, начинают много зарабатывать. Если были, значит, тупыми, становятся умными. И ты, вот, знаешь, рядом с тобой все созидает, расцветает, и вот это все. Да? Если даже у него с фертильностью были проблемы, то ты, дорогая моя, и 8 детей ему подаришь. Женщина, значит, приумножающая. Женщина такая очень
фертильная. Вот это все ты про себя думаешь, и поэтому, значит, ждешь, когда же кто-то придет покорять твое сердечко, потому что ты видишь, сколько ты ресурсов готова, соответственно, вот это привнести в ваше совместное существование. Ну так а что, мужчины-то со стороны как себя видят? Так они боятся к тебе подходить по башне. Тут, наверное, то, что у нас какая-то валькирия мощнейшая, да, такая сидишь на троне тут, и как они устраивают кастинги, короче, никто тебе не подходит. Вот они тебе видят как башня и луна. То есть и на самом деле вообще непонятно, что ты хочешь. Непонятно, что ты хочешь, но есть ощущение, что ты постоянно либо чем-то недовольна, либо постоянно есть ощущение, что они до чего-то не дотягивают. То есть такая, знаешь, как будто ты создаешь вот ощущение, что до тебя невозможно дотянуться. Это постоянный какой-то вечный тонус, и что-то он не до конца делает хорошо. Понимаешь, каждый раз что-то, да? Чего-то тебе в нем не хватает. Чего-то в нем не хватает. Ну все же, давай смотреть судьбоносного судьбоноса. Давай, что по этому поводу говорят высшие силы? Высшие силы задолбались, вероятно, посылать себе уже кандидатов всяко разное, и в какой-то момент тебе, видимо, мужичков перекрыли, чтобы сильно ты им, значит, крылья-то не ломала. Да, кислорода ты их не лишала. Да? 4 мечей. То есть как-то вот высшие силы, знаешь, по этому поводу. Просто посмотри, это ты, да, по 7 жезлов. Вроде вот посылаешь же к тебе этих мужичков. Посмотри, как ты обороняешься и от жезлов, и сидишь такая, там, нет. Вот они прям, смотри, уже прям прорываются, высшие силы уже там, говоришь, подпсиханули. Ну давай так, будет тебе там еще какой-то шанс все же на судьбоносного судьбоноса. Наверное, знаешь, тогда, когда ты уже избавишься от конкуренции с мужчинами, потому что ты, вот, тебе такое ощущение, что доставляет удовольствие какое-то, да? Такой шанс. Ты знаешь, смотри, какая история. А ты такая, короче, говоришь, да что-то в моем окружении, что-то их-то сильно-то и нет, да. А там, где я могла бы их найти, то есть я не могу туда попасть. Вот в таком ключе. Ты смотри, как будто прекрасно понимаешь, что выбор маленький, например, или нет возможности что-то впустить новое в своем окружении, ну, в свое окружение. Соответственно, поэтому какой-то вот момент, что ты прям не сильно, ты, видимо, что-то рвешься, да, поменять свою жизнь. Да, и ты смотришь на, допустим, чужие какие-то семейные картины и думаешь, ну вот все хорошие, там, либо глубоко занятые, глубоко женатые, да, либо уже разведены, там, разочаровались и не хотят в какие-то отношения, соответственно. А все, кто вот ко мне как бы лезут, все странное, да, к моему берегу. Ладно, давай одной карты, кто к тебе притягивается, почему ты так категорично настроена. 4 чаш. Ну, понятно. Просто какие-то, знаешь, бесхребетные ребята, да, бесхребетные влюбленные, можно так сказать. 4 чаш. Ну, просто, влюбленные, а ничего типа делать не буду. А тебе же надо, чтобы тебя завоевывали, понимаешь? Тебе же надо, чтобы действительно человек действовал, а они как-то чуть не действуют. Такое ощущение, либо не знают, как к тебе подойти, либо заведомо есть ощущение, что они получат какой-то отказ. Да? Потому что, в принципе, ты так и делаешь. Да, ты знаешь, там 10 способов, как отшить мужикам за свои, понимаешь? Королева чаш, 2 мечей. Тут вот, да, такое ощущение, что сама не знаю, что хочешь, абсолютно закрытое сердце. Слушай, на месте мужчины, я понимаю, почему сложно, потому что ничего четкого и понятного ты не транслируешь. Ты транслируешь пока на данный момент просто, что ты повернута спиной. Вот. А когда ты к ним разворачиваешься, ты, значит, сталкиваешься с этой башней своей. Скорее всего, все время отшило большое количество людей, которые, собственно, пытались как-то, да, к тебе приблизиться. Ну вот, что-то, короче, такая у нас Рапунцель, которая остригла свою косу. Соответственно, косы нет, никто по косе не заберется. Потому что поэтому ее и остригла. То есть просто максимально себя вот в этом всем ограничить. Но при этом давай смотреть, будет ли у нас судьбоносный судьбонос, потому что у нас же в этом задача.
Вот я, конечно, понимаю, что вы бы хотели по всем 3 вариантам увидеть судьбоносов, но я говорю как есть, потому что бывает такое, что сквозь наши защиты, сквозь наши дурацкие представления о себе, сквозь нашу картину мира, которую мы сами рождаем как творцы, хрен кто проберется, да, то есть мы стоим на страже, чтобы ничего в нашей жизни не поменялось и не изменилось. Вот, поэтому как-то, знаете, кому-то очень сложно искать судьбоносов, и я вот говорю почему. Ну, может быть, знаете, что-то сейчас еще найдем. Кто-то должен быть судьбоносным, кто-то должен быть судьбоносный. Ну, наверное, тот, с кем вы общаетесь, но ему либо не верите, потому что ну, это какая-то, видимо, связь, смотри, может, по переписке или семерка мечей. Семерка чаш. Ну, знаешь, почему такое могло быть? Вот, может быть, вы с человеком разминулись, потому что он тебе, например, там врал про себя, да, ты там была в неприступной маске, и вы просто друг другу как бы не показали истинные чувства, да, истинные как бы эмоции. Вот. Может быть, ты человеку, знаешь, не поверила, что он правда может тебе испытывать какие-то нежные чувства. Сейчас посмотрю, о чем. Но он судьбоносный, абсолютно судьбоносный. Человек, который мог, знаешь, как обмануть тебя относительно, в отношениях он или нет. Знаешь, как человек, с кем ты, правда, могла уже, ну, общаться, соответственно, но как будто вот вы не поняли, да, что, ну, правда, могли бы быть вместе и создать семью, короче, понимаешь? Он, видимо, свои какие-то выгоды преследовал, ты свои выгоды преследовала. Вот. А здесь, на самом деле, могла получиться семья, здесь человек, на самом деле, смотрит, он тебя не выбросил из головы, обрати внимание, да, двойка чаш, как бы карта солнца. Вот, и он смотрит туда, в ту сторону, и как бы хотел бы, на самом деле, с тобой семьи. Ну и посмотрим. А что он судьбоносный там? Ну, потому что вот смотри, какой-то прям у вас мощный какой-то мэч, потому что он тебя считает действительно какой-то прям очень красивый жезл, с красивыми жезловыми энергиями, при этом женщина сильная, видишь, по карте сила. А он мошенник, и да, скорее всего, вот прям смотри, за тобой наблюдает. Я не вижу, чтобы это было какое-то новое знакомство. Сейчас, конечно, спрошу, может, это будет случиться у нас. Но есть ощущение, что ты с ним знакома. Да, это связь, вот я не знаю, может быть, это какая-то юность, может быть, это учеба, студенческое какое-то время, да, и, может быть, вас немножко раскидало, да, если человек все равно смотрит в твою сторону. Смотрит в твою сторону с фонарем, может, выглядывает, может, подглядывает, может, в интернете там смотрит. Вот. Ну, а, собственно, с точки зрения высшей силы, что должно развернуться там между вами? Но все-таки вот смотри, какое-то интересное взаимодействие, может быть, через ревность, может быть, через ощущение, что это упущенные шансы, да. Вполне возможно, знаешь, что у кого-то там могли быть уже какие-то отношения, поэтому что-то могло там не срастись, знаешь. Но при этом есть ощущение какого-то незакрытого гештальта. И вот если, собственно, этот гештальт закроется, вполне возможно, что мужчина и мужем-то может стать, понимаешь, твоим. Потому что он сожалеет, что он сейчас не он, да, знаешь, что время-то может быть упущенное. Смотри, но он будет проявляться, да, он на самом деле будет проявляться, потому что наблюдает за тобой, видит, какой ты стала прекрасной женщиной, вот королева Пентаклей. Может, он, кстати, уже не свободен. Ну, это вот какая-то, знаешь, старые дрожжи, старая какая-то давняя история. То есть смотри, сейчас это как бы невозможно, да, видишь, что-то разделяет, да, двойка мечей, туз жезлов, может быть, разные страны, может быть, еще что-то. А в дальнейшем я показываю, может быть, это будет какое-то путешествие, или он там приедет, еще что-то, потому что здесь может быть какое-то воссоединение по двойке жезлов, да, здесь дается шанс на самом деле.
А здесь получается, как будто мужчина расстается со старым, там, со своим, да, и вот у него начинается новое, да, то есть все, он там со своей жизнью там разобрался и принимает вот это решение, да, как это сказать, побежденный, но не сломленный. И вот когда он уже непосредственно разводится, смотри, вот он тогда приходит. Вот он тогда приходит, понимаешь, вот тогда начинает добиваться, тогда вот понимает и ощущает, что ценная женщина. Ну, может быть, смотри, может рождение детей, да, может быть что-то такое, ну, вот такая интересная история. Есть судьбоносный, ты как бы его знаешь, но что-то у вас когда-то не срослось. Кстати, посмотри, какая событийная колода, да, как она прям с персонажем здорово нам все рассказывает. Двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть судьбоносного Для начала посмотрим, как вы там, да, к этим отношениям относитесь, к этим отношениям относитесь. Посмотрим. Так, ну что, давайте, кто вообще передо мной относительно отношений? Ой, это уже, короче, ну слушай, да я не удивлюсь, и по третьему варианту тоже будет какая-нибудь у нас жезловая дама. Да, все, значит, ждут своих вот этих судьбоносов, да. Я, значит, спалила старые отношения, вот он какой-то котяра сидит у меня, охраняет. Так, королева жезлов, пятерка пентаклей. Ну вот ощущение, что вот я все такая классная, а что одна, да? Вот, то есть мы прям показываем, да, как нам хорошо одной, да, как я спалила всю свою прошлую жизнь, но при этом, смотри, по пятерке пентаклей есть ощущение какого-то внутреннего разочарования. Внутреннего разочарования, может быть, своей жизни. Или что-то закончилось, да, какой-то прям период жизни. Сейчас посмотрю карту мира. О чем здесь карта мира? Десятка жезлов. Ну смотри, вот какой-то прошлый период жизни, он точно был тяжелее, но вроде как он закончился, но где-то ты еще пока ловишь какие-то откаты, флешбеки, что, может быть, не надо было что-то заканчивать, что-то было сложно, может быть, сложные отношения, да? Ну, как бы вот много на себе тащила, много на себе брала, ты, в принципе, продолжаешь там брать очень многое. Вот, что-то там готова к отношениям? Ну как, знаешь, здесь, наверное, про то, что я сейчас на данный момент закрыта по четверке пентаклей, потому что, скорее всего, встречаю людей, которые пытаются, значит, как-то, может быть, поживиться, может быть, знаешь, какой-то момент жадности, может, еще что-то. Может, твоя, знаешь, внутренняя история, что если тебе кажется, что он финансово там как-то не обеспечен, да, то есть я ищу там именно богатого или равного себе, сейчас посмотрю. Четверка пентаклей. Десятка мечей. Знаете, вот здесь действительно какие-то энергии какой-то одинокой драконихи, да, потому что тоже кто-то, смотрите, зарится на ваши сокровища и получает по башке. Тут немножко это от вас такая чуть-чуть как отравленная все-таки энергетика. Вот, чуть-чуть отравленная энергетика, отравленный кубок. Королева чаш, да, и, собственно, принцесса мечей, паш мечей, да, такая. Моя любовь типа горькая на вкус, или там, ты думаешь, все так просто со мной? Да, конечно, я тебе устрою тут качели, да, вот что-то такое, да, то есть вот где-то очень много внутренней вот этой обиды, ну, то есть, вот, а новые люди, которые могут прийти в вашу жизнь, они там, знаете, свечу сильно не держали.
А вам вот новый человек, когда приходит, вам хочется, чтобы он доказал, что он не такой, как те, которые были раньше. То есть я обожженная, я как, не прожженная, да, все же, а я обожженная женщина, мы говорим. Если, соответственно, ты хочешь быть вот рядом со мной, давай-ка, значит, доказывай. Давай-ка доказывай. Ну, потому что он, знаешь ли, это, скорее всего, типа, знает, что тебе надо, и начинает вот это все с целью добиться тут тебя, да, строчить тебе всякие любовные мемуары. Может быть, правда, тоже, опять же, общение в интернете очень часто сидит. Именно в этой колоде, видишь, он что-то пишет. Да, ну понятно все. То есть вы все одинаковые, вы типа меня тут это. Говорите мне то, что я хочу услышать, да, сами заритесь на мои ресурсы, я потом чувствую себя этой обесцененной, обиженной, униженной, короче, а никто типа вот ну, не любит так, как я бы хотела. Вот, собственно, мужчинам же многим как бы кажется, что вот если у женщины долгое время без любви, то она достаточно легкий и не крепкий орешек, да, потому что многим же кажется, вообще, если женщина истрадалась, короче, без любви, то она, значит, прям готова уже снизить свою планку. И вот эти вот все товарищи, скорее всего, с вами пытаются завязать общение, потому что внутреннее вот какое-то, может, ощущение, да, как-то. А сказать, что они сильно хотят как-то вкладываться в отношения, что-то еще вам романтики очень сильно не хватает. Понимаете? И почему-то, ну, даже если дают какую-то романтику, то она какая-то, знаете, ущербная. Ну, именно от таких вот ущербных людей, да, которые вас окружают. Ладно. Судьбоносного смотрим, судьбоносного. Судьбоносного смотрим. Заметьте, что я вас вот это не жалею, что вам такие все попадаются и так далее. Хотя на самом деле, девчоночки мои, вот по второму варианту я вообще смотрю, вы как бы типичная аудитория как раз сахарных тарологов, которые будут рассказывать вам, какая вы императрица, а он нет. Потому что вы прям вот эту энергетику транслируете, да. Ну, есть ощущение обиды. Ну, так вот, да. Но тут, наверное, больше на себя нужно обижаться, на свой вот этот момент ценности, на желание прям очень сильно человека привязать себе какими-то благами или желание, чтобы тебя долюбили. Ну, то есть это же психологически больше проблема, вот почему мы таких притягиваем товарищей. И вот если мы берем ответственность там, за происходящее на себя, где-то в терапию пошли, где-то там, ко мне в проживание арканов, да, где-то что-то еще у вас прекрасное в вашей жизни произошло, может быть, немножко болезненное, но при этом это уже про самовывоз ситуации, да, и тогда что-то начинает в жизни меняться. И, может быть, на какой-то период они вообще отвалятся, да, потому что как вот общаться с вот этими товарищами, да, самоутверждаться немножко, вы знаете. А как общаться с теми, кто вам действительно искренне нравится, да, то мы прям очень сильно, как это русское слово есть, менжуемся, да? Хорошо. Так, окей. Судьбонос. Кто там должен прийти? Да, должен на самом деле прийти. Должен прийти. И, скорее всего, если это выбор, он будет сделан в вашу пользу, потому что это двойка жезлов, все же такой, да, немножко момент. Давайте так, по честным уровням повыше. Ну, как-то вы не очень готовы к этому всему. Потому что вы же сами не доверяете, что вас могут там как-то просто так любить или просто так понравиться, да? Двойка жезлов. То есть, смотрите, изначально, как будто человек показывает потенциал, а вы начинаете просто ждать от него действий, да? Он будет действовать? Будет действовать, потому что здесь будет романтика, смотрите, здесь будет ухаживание, может быть, он будет младше вас, может быть, даже настойчивый будет, да, принц чаш, королева мечей, четверка чаш. Да, скорее всего, смотрите, он младше, вы ему проигрываете вот эту королеву мечей, да, вот, а ему действительно очень важно, скорее всего, добиться, поэтому вот какая-то романтика точно будет в вашей жизни. И посмотрите, какой очень красивый матч. Это явно вот с этим человеком сейчас цепка будет не только эмоциональной, как будто вот, вы знаете, смотри, потому что это пара, да, потому что вас же показывают королевой жезлов, а он король жезлов. И здесь уж как бы, если это есть разница в возрасте, это не так страшно, потому что, может быть, вы будете его немножко отвергать, да, но здесь прям показывает, что вы очень сильно совместимы. Скорее всего, какая-то любовная история, да, интимная жизнь, тут еще про совместимость как бы может быть. Шестерка жезлов.
Ну и смотри, здесь человек будет очень уверен, что он очень хороший любовник. Он будет просто в этом уверен. То есть, может быть, ему просто все это транслировали и показывали. Вот. Ну, смотри, вот здесь, правда, может быть очень красивый союз. Почему он судьбоносный, зачем придет? Ух ты. Ну, что-то явно, смотрю, изменения в твоей жизни точно будут. Вот что-то, он придет от чего-то тебя отсечь, понимаешь? Как будто вот после того, как он приходит в твою жизнь, да, это вот какая-то новая грань жизни начинается, да? Туз мечей, шестерка чаш. Вот, например, если ты не хотела семью, с этим человеком можешь захотеть, потому что здесь прям, смотри, какие-то мысли в твоей голове точно поменяются. Я почитаю, да, туз мечей. Может, ты семью, знаешь, захочешь, а он к этому не готов. Сейчас посмотрю, потому что для семьи точно приходит, однозначно. Кто-то, смотри, к этому не готов, или кто-то сразу не понял, да, вообще, что вы тут для семьи. Или знаешь, как он же моложе, а ты старше такая, у тебя, например, там дети есть, и ты как бы сильно не хочешь, а он хочет детей. Ну, что-то такая, смотри, какая-то история интересная разворачивается. И ты понимаешь, туда смотришь, и он тебе кажется, может быть, каким-то недосягаемым, может быть, классным, может быть, опять рождается какая-то конкуренция, да, потому что я так понимаю, что мужчина востребованный, то есть он не в отшельнике, он не то, что там как-то в себе не уверенный, он достаточно яркий, он огненный, он такой, смотри, с жезловыми прям проявлениями. Может быть, даже немножко нарцисс, но вы оба, знаешь, смотри, вот когда он просто показывает вот эту прям энергию валькирия и викинга, это вот ваша история. Мгм, понятно. А здесь прям Луна, дьявол, да, шестерка жезлов. Посмотри, какая вообще у человека мощная энергетика. Прям какой-то, смотри. Ну, не колдун, не про магию, это именно про жизненную силу. Ну, зачем, смотри, приходит вот открыть тебе какие-то пути, дороги, да, может быть, ты ну, с этим человеком там увидишься, да, что-то связь там какая-то, да, что-то в твоей жизни, вот это новые отношения могут начинаться, да. Может быть, кстати, новые отношения издалека, да, потому что это другая страна, может быть, по восьмерке жезлов. Потому что связь, смотри, как будто вот не сразу, да, связь как бы не сразу, да, отшельника, тройка мечей, то есть, скорее всего, либо какое-то, ну, расстояние, или, может быть, обязательства, да, вот. Но при этом, смотри, здесь показывают и рождение ребенка, и семью полноценную. Да, через какое-то время посмотреть, да. Императрица. Как будто вы прям справляетесь с какими-то сложностями. Колесо фортуны, пятерка жезлов, башня, император. Ну, смотри, здесь какая интересная задача. Почему мужчина судьбоносный-то, да? Он тебя включает в очень такое сильное, качественное состояние фертильности, поэтому здесь, в принципе, рождение ребенка и семья может быть, и омоложение. Короче, я не знаю, что тебе важно, там деньги и прочее, потому что он тебе вот дает энергию императрицы, да? Вот. Но это все не сразу, потому что, смотри, необходимо вот пройти такой период, чтобы он повзрослел, видишь? Карта императора, собственно, и карта солнца. То есть потенциал-то классный на все это есть, но немножко нужно, чтобы он там был более стабильный, что ли. А с точки зрения высших сил, это, ну, старший аркан, новая жизнь, знаешь, и четверка жезлов. Вот здесь однозначно есть судьбоносные судьбоносцы, и ну, такая интересная история. Есть такое. Ну, просто видишь, надо, чтобы он немножко в энергию императора вошел. Для тебя и ради тебя. Вот такая позиция. Так, троечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Смотрим ваших судьбоносных судьбоносов.
Но для начала посмотрим, насколько вы готовы к изменениям, да, в каких энергиях находитесь относительно отношений судьбоносных и вот этого всего. И вот этого всего, что вы хотите сегодня посмотреть. Ну, тут какая-то, видимо, страстная женщина меня смотрит по третьему варианту, да? 15 аркан, 8 чаш. Очень сильно хочется страстей, да? Ну, не знали вы, что шутите с вулканом страстей, да? Страстей как бы хочется, потому что, скорее всего, по 8 чаш вот чего-то нового, в какие-то приключения, да, что-то такое, ну, как-то нет, пока не получается. Здесь вот точно люди у меня сидят в одиночестве, здесь вот я не вижу страстей, я не вижу что-то, каких-то эмоций, которые вас включают и зажигают. Потому что дьявол у вас вот 10 мечей. Либо действительно здесь немножко подзакисшая энергия, да, в плане там либидо, может быть, ощущение какой-то внутренней безинициативности, и сказать, что здесь много прям жизненной энергии на привлечение вау-эффекта, пока не наблюдаю. Ну ладно, сейчас посмотрю. А что хотим-то? Куда хотим? Да, идти? 8 чаш. Угу. Очень хотим влюбиться. Прям как девочка. Прям вообще, чтобы аж до звезд из глаз. Да? Вполне возможно, там еще не развязанная связь с каким-нибудь бывшим, да, как бы король мечей. Или такая история, что мы в отношениях выбираем мужчину, который проигрывает роль контролера, там, может быть, отца нашего, да, отца нашего. Не небесного. Я имела в виду просто, что человек, который нас типа контролирует, оберегает, вот, а за счет этого мы хотели бы уже действительно что-то совсем новое, как бы выйти из вот этого всего старого, да? В прямом переносном смысле. Потому что здесь, в принципе, связь может быть, когда женщина младше и мужчина старше, либо когда проигрывается ролевая модель, да, что он старше, как бы она маленький ребенок в этом всем. Окей, ну вот что-то не хватает, да, не хватает каких-то эмоций, там, страсти, ощущений. Потому что если мужчина с вами рядом, есть такое ощущение, что он на ваш внутренний мир вообще не обращает внимания. И все. И начинают проявляться вот эти бессознательные страхи, да. То есть мы начинаем создавать какую-то негативную картину. То есть вот мы что-то себе накликали там неприятное, и вот это как будто вот ощущение, что это неприятное начинает в нашей жизни сбываться. Мы такие: о, что же мы тут себе нафантазировали? А нафантазировали, вот смотри, как будто вот что-то со мной не так, что не будет семьи, да, мы решили. Да, туз пентаклей перевернутый, я не для этого. Как оказалось, да, что-то со мной там. А что вы думаете, для чего? Расскажите. Ограничения у меня какие-то, может, венец безбрачия, может, еще что, не знаю, что все напридумывали, но ощущение, что вы прям вот это создаете все. Да. 8 мечей, карта смерти, все, короче, крест я ставлю на создание каких-то счастливых отношений. Королева жезлов. Справедливость, туз чаш. Ой, как мы плачем по этому всему поводу. Ну, потому что, собственно, те, которые я хочу, на меня внимания не обращают. Там как-то, да, нет мужчины для меня, да, нет пророка в своем отечестве. Ну, вот это все, короче, мы про себя почему-то так решили. Но, опять же, это не очень хорошая история, потому что мы тут себе создаем какие-то ужасные миры, которые становятся нашей реальностью. Поэтому так не надо. Ну, давайте смотреть судьбоносного судьбоноса. Мои разочаровашки по третьему варианту. Что там с мужчиной? Это у нас ожидается. Дожидается, конечно. Это, смотри, прям есть человек, который вот смотрит на тебя, да, семьи хочет. 6 чаш. 4 мечей. Ну, знаешь, вы вообще в похожих энергиях находитесь, потому что он тоже считает, что у него не случится семьи, не случится отношений, может быть. Потому что он давно достаточно хочет ребенка, либо рождения ребенка. У него есть дети вообще? Колесо. 4 жезлов. Ну, на самом деле, в похожих энергиях, потому что он тоже ищет, типа, ту самую, понимаешь, ту самую, которая мать детей, которую я своей женой назову, видишь, да, как человек тоже очерчивает круг, как бы, своих знакомых, и тоже как бы разочаровался в этом всем.
Смотри, женщины там точно рядом есть. И очень инициативный, а он такой, знаешь ли, ему нравится, видимо, что он не проявляет инициативу, но он что-то сам, посмотрю, очень сильно разочарован. Вот такой, смотри, твой этот судьбонос, да? Что там, как он, что в тебе увидеть-то вообще? Что в тебе увидит? Да какую-то, знаешь, смотри, прям какую-то странную новую энергию, может быть, прям что-то почувствует, какую-то связь, да? Что прям вот сердце его затронет и, возможно, прям разобьет сердце. Разобьешь сердце, ну чем? Восьмерка пентаклей, королева пентаклей. Знаешь, как чем разобьешь сердце? Может быть, это про то, что он увидит, что вы оба, знаешь, какие-то трудоголики, потому что ты как-то прям не сильно ты нацелена сейчас на какие-то семейные истории. Вот, что очень сильно разочаровалась, видимо, а приоритет сейчас как бы в другое, да, и он вот видит, что у тебя очень много работы может быть, или там слишком занятой человек, и это прям очень сильно разбивает сердце, потому что ему кажется, что ты не впишешь его там в свою жизнь, понимаешь? То есть он типа всегда хотел такую женщину, да, независимую, понимает вообще, что ему как-то не сильно есть место. Вот. Его очень сильно это бесит, понимаешь? Его это очень сильно бесит. Он, видимо, начинает проявляться в твоем пространстве. Да, ты его типа футболишь, а он вот начинает в твоем пространстве проявляться. Ну все, потому что накрыло, да, потому что посмотри, смотрит на себя как на кроличка, да, как на хлебушек вообще, вот скучает, страдает. Это такая прям неприступная, смотри, непреклонная. Ну вот, ты же прям держишь маску, да, и маг вот этой девятки пентаклей, да, женщина самодостаточная. Вот. А почему он давай судьбоносный? Потому что действительно поменяет твою жизнь, поменяет твои приоритеты. Да, может, либо ты захочешь отношений, да, с ним, шестерка мечей. Паш чаш, двойка мечей. Влюбляться, ты знаешь, тоже не хочется, но вот смотри, прям накроет. Прям накроет очень сильно. Смотри, здесь, поскольку достаточно давно, видимо, в себе разочаровалась, и, может быть, тебе кажется, что с тобой что-то не так, как с женщиной, ну и в том числе, может быть, какая-то сексуальная жизнь, может, еще что-то, может, ты себя не считаешь там чем-то не сексуальной, не фертильной, и вот это все, да, какой-то момент внутреннего разочарования относительно себя. Здесь, смотри, мужчина прям подсвечивает себе очень активно твою ценность, именно вот, может быть, тело, знаешь, там, вот какие-то внешние моменты, еще что-то там себе напридумывал, что с тобой там что-то не так. Вот он прям очень бережно и мягко тебя подсвечивает. Вот, скорее всего, он просто тебя вытаскивает из состояния кокона, да, в состояние какой-то спокойствия, радости. Это, кстати, могут быть изначально какие-то взаимодействия по работе, например, да, там, или, например, какие-то общие встречи друзей, да, где ты, смотри, какая-то вся прям неприступная, непреклонная. Не знаю, может, ты что-то обучать, там, кого-то придешь, да, потому что что-то мне с учебой связано. Да, если там помогающий практик, может, кто-то придет там к тебе, допустим, там чиститься, еще там что-то, я же не знаю, да. И вот здесь вот ох, какая женщина, да, и, собственно, вот человек начинает с тобой как-то взаимодействовать. Здесь есть, на самом деле, судьбоносная история, да, судьбоносному судьбоноса, но такое ощущение, что ты где-то прям пока глубоко разочаровалась в том, что у тебя что-то может быть в жизни, при этом оно будет, и смотри, нам прям это подсвечивает, потому что активно очень характер у человека такой. Паж жезлей, звезда. Он такой, знаешь, изначально просто с нераскрытым потенциалом, да, но при этом, смотри, он прям вырастает в этого короля жезлов. Видимо, с тобой тоже раскрывается его этот потенциал. Здесь, знаешь, человек приходит для какого-то партнерства, там девятка жезлов, но при этом карта колесницы, да, что вы как будто вместе двигаетесь в правильном направлении. Потому что здесь кто-то про идеи, понимаешь, кто-то про воплощение этих идей.
Вот. Вот такая история. А там семейные отношения, возможно, да? Колесница. Да. Колесница, король пентаклей, повешенный, девятка жезлов, тройка пентаклей. Да, есть, короче, такое. Но смотри, здесь тоже вот связь не какая-то мгновенная, когда нужно друг к другу присмотреться. Потому что человек твоим вот этим судьбоносным, как ты понимаешь, становится, может быть, через какую-то френд-зону. Или на самом деле то, что вот он немножко там в тени, да, и, может, ты там пользуешься какими-то советами, может быть, еще что-то, да. То есть ты его, с одной стороны, как бы на виду, вот, но это не про то, что тебе можно вот легко там, знаешь, позвонить там на свидание, позвать или еще что-то. Ну, тут человек как будто вот тебя сразу рассматривает на какую-то очень высокую для себя позицию. Ну, да, сразу тебя выделяет как бы из женщин, да, и начинает прям присматриваться. Вот такая интересная позиция по третьему варианту. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.